Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу вам показать свою небольшую коллекцию масштабных моделей, которые объединены в одну тематику. И что объединяет данные масштабные копии? Первое — это то, что здесь представлены грузовые автомобили. Второе — это то, что они окрашены в темно-зеленый защитный цвет. Третье — это то, что это транспорт вооруженных сил ГДР. И четвертое — это то, что модели разработаны Madimio Engineering. Я думаю, многим из вас знакома данная контора. По журнальным сериям легендарные грузовики СССР, также наши автобусы и так далее. Они также разрабатывали модели для наборов AVD Models, для бренда Автоистория, Startscale Models и для некоторых иностранных брендов. Здесь представлены модели под брендом Premium Classics, но они не отличаются от аналогов коробочки Startscale Models. Единственное отличие в цвете, и в некоторых вариантах отличаются некоторые навесные детали. Других отличий я не обнаружил. И давайте начнем с обзора первого грузовика. Это легендарный ЗИЛ-130 в классическом бортовом исполнении. Очень красивый, на мой взгляд, автомобиль. У нас, к сожалению, таких грузовиков уже не осталось на дорогах общего пользования. Хотя летом иногда попадаются такие грузовики, но это больше как частная машина для летнего времяпровождения, нежели рабочая лошадка. И, в принципе, такие грузовики — это у нас вымирающий вид. Напишите в комментариях, встречаются ли ЗИЛ-130 на ваших дорогах общего пользования. И здесь у грузовика очень необычный темно-зеленый насыщенный цвет. У меня в коллекции больше нету модели в таком цвете, а темно-зеленые другие оттенки встречаются в моей коллекции. У грузовика окрашен интерьер, сиденья выделены коричневым цветом, стеклоочистители тут из фототравления, и мне понравился этот ЗИЛ тем, что у него ранняя облицовка радиатора. И вы можете приобрести также такую модель в виде журнального изделия. Она будет иметь некоторые упрощения, например, дверные ручки будут в виде не отдельных элементов, а просто обозначенных краской. Также стеклоочистители будут из пластика и будет упрощенная передняя балка. Здесь она в виде отдельного элемента. Но тоже есть некоторые нюансы. Например, у этой модели разъезжаются передние колеса из-за того, что конструкция довольно хлипкая. И каких-либо доработок на этом грузовике я не делал. Единственное, заменил резину на более усовершенствованную от костромского бренда. Изначально здесь стояли более ранние покрышки. С плохой боковой маркировкой я поставил эту резину на иликоновские КАМАЗы. А сюда поставил покрышки из набора АВД дополнения. Тоже как-то одно время их продавали. Сейчас я их в продаже уже долгое время не видел. И вполне хорошая резина, не вижу смысла менять ее на аналог в виде харьковской резины, потому что здесь вполне хорошая боковая маркировка, все отлично читается, и это покрышки EN142B. Вот такой ЗИЛ. Давайте покажу вам следующую масштабную модель. Это ГАЗ-66, командно-штабная машина R142. Тоже вполне хорошая масштабная модель. У нее довольно высокая детализация. Несмотря на то, что у грузовика откидывается кабина. Вполне хорошо проработан моторный отсек. Виднеется раскрашенный двигатель. Различные рукоятки переключения коробки передач. Также короб воздушного фильтра, радиатор охлаждения и так далее. И здесь также поднимаются антенны на надстройке. Тоже я сейчас их вам подниму. Вот так автомобиль выглядит с поднятыми антеннами. Все же мне эта модель не очень нравится, потому что у нее переразмерена кабина. Об этом я уже говорил в своих предыдущих видеообзорах, сравнивал этот грузовик с русской миниатюрой, и русская миниатюра мне нравится больше. Также здесь отсутствует значок ГАЗ на облицовке радиатора. Тоже мелочь, но хотелось бы видеть этот значок на масштабной модели. А надстройка здесь вполне хорошая. И была мысль поставить эту надстройку на шасси русской миниатюры, но тогда бы отличался цвет кабины грузовика от надстройки. И тоже, в принципе, мне некуда было бы девать шасси от этой масштабной модели, поэтому оставил ее в таком первозданном виде. Светотехника здесь уже похуже, чем у ЗИЛ-130, виднеются черные точки. Стеклоочистители тоже выполнены из фототравления, есть фароискатель. В
вполне аккуратно установлены зеркала заднего вида, не очень аккуратно установлено рулевое колесо и окрашены сиденья. И такая модель, если я не ошибаюсь, выходила также в рамках журнальной серии. Она стоила значительно дешевле, чем этот вариант. Обычно такие модели в Европе продают за 70 евро. В рублях это где-то 7100 рублей. Так что тоже довольно высокая цена. И аналог в коробочке Start Scale Models будет стоить раза в 1,5 дешевле. Но у меня нету выбора, нету возможности сейчас заказывать модели из России, поэтому заказываю их с различных немецких интернет-магазинов. Следующий грузовик — это самосвал КРАС 256B1. Тоже довольно симпатичная масштабная модель. Если сравнивать ее с аналогом от нашего автопрома, то костромское изделие мне нравится больше. Здесь, на мой взгляд, лучше проработаны гидроцилиндры подъема кузова. Как видите, кузов поднимается. Он, к счастью, на этом грузовике не просвечивает. Но страдает качество сборки даже у моделей в коробочках Premium Classics. Здесь было заляпано клеем правое крыло. Я пытался убрать капельку клея, поэтому повредил лакокрасочное покрытие, не стал подкрашивать эту деталь, а оставил ее в таком виде, потому что сложно подобрать цвет. Я также подкрашивал зеркало заднего вида, оно было сломано, и если присмотреться, то видно, что цвет не очень совпадает. Но на тоненькой ножке это не так заметно, как на крыле, поэтому крыло, еще раз повторюсь, оставил в таком первозданном виде. И на этой модели я поставил другие покрышки, тоже костромские. По-моему, я их снял с КРАЗа сидельного тягача, туда поставил харьковскую резину. А изначально на этой модели покрышки были переразмеренные, очень широкие, и они копировали резину ID304. Здесь немножко другой протектор у покрышек. Ну вот такой КРАС. Следующая модель, которую я вам покажу, это тоже КРАС, только в полноприводном исполнении. Модификация 214. Тоже довольно симпатичный грузовик, но опять же здесь страдает качество сборки. Если присмотреться, то видно, что кузов установлен не очень аккуратно. Он свисает на заднюю часть. Также не очень хорошо сделано крепление под запасные колеса. Здесь получается какая-то непонятная щель. Кабина здесь похожа на кабину, которая устанавливается на самосвал. Также присутствует защитная решеточка на передних фарах. Опять же, хорошие покрышки. Костромичи научились изготавливать хорошую резину, поэтому не вижу смысла менять ее на харьковскую. Харьковская стоит довольно дорого. Если брать комплект под этот грузовик, то это еще где-то 10 евро сверху придется доплатить. И модель и так довольно дорогая. И тут потерялось одно стеклышко на тенте. Когда я покупал модель, оно было, но потом оно куда-то упало, я не усмотрел, и в итоге оно затерялось. Вот такой КРАС. Покажу вам последний грузовик в сегодняшнем видеообзоре. Это Tatra T148. Тоже разработка Modimio Engineering для бренда Premium Classics. Такой грузовик также есть в обычном гражданском исполнении, но мне больше понравился военный вариант. У этого грузовика съемный тент. Довольно хорошо проработан кузов. Как вы видите, у него высокие борта. Довольно интересно сделан интерьер грузовика, окрашена панель приборов серебристым цветом, тоже установлены стеклоочистители из фототравления, надпись Tatra выделена черным цветом, здесь уже лучше светотехника, без пресловутых черных точечек, также есть габаритные усы, довольно интересного дизайна зеркала заднего вида, опять же хорошие покрышки, хорошие колесные диски, хребтовая рама.
И у бренда Start Skill Models автоистория, да и у Premium Classics довольно обширный ассортимент различных грузовиков марки Tatra. Вы можете собрать вполне приличную коллекцию. Где-то порядка 35 различных грузовиков есть на сегодняшний день. И также такие модели выпускает бренд Schuko. У них тоже есть похожая Tatra, но, на мой взгляд, эта модель более удачная, чем у Schuko. У Schuko, кстати, довольно интересная надстройка в виде пожарного автомобиля. Тоже хотел как-то ее купить в свою коллекцию, но потом оставил эту затею. Хотя пожарные машины я люблю. Вот такая небольшая коллекция моих военных грузовых автомобилей. Пишите в комментарии, какие грузовики есть у вас. Возможно, у вас тоже есть машины вооруженных сил ГДР. Возможно, у вас есть в автомобиле каких-то других вооруженных сил. Тоже интересно будет узнать, что это за марки машин. Также, если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.